на днях от разработчиков таких хитов от мира видеоигр, как 10 Days, 5 Days и Nightbook в Steam вышла игра, название которой совершенно не дано запомнить. Scare Ritual. Попробуйте вспомнить его минут через 5. И несмотря на то, что с первого взгляда игра может показаться очень пососной, на деле это оказалось без преувеличения самая фановая гемза, в которую мы играли со жменей в последнее время. Если вы знакомы с Call of Duty Zombies, то вам не составит труда вообразить, что из себя представляет Scare Ritual. Если не знакомы, то слушайте внимательно. Герою, или еще лучше героям, необходимо пройти от точки А до точки Б. Но есть нюанс, которому и будет посвящен целый видеоурок. Заспавнившись на локации, игрокам предстоит отбиваться от волн противников, количество юнитов и хитпоинтов которых будет расти по экспоненте с каждой следующей волной. А поэтому, чтобы был интерес и так называемый челлендж, по ходу достижения той самой точки Б на локациях будут возникать задания, которые необходимо выполнить для дальнейшего продвижения. И, соответственно, на этом и строится вся игра. Чем быстрее ты будешь проходить задания, тем слабее будет противник, а значит, пройти главу будет проще. Ровным счетом и наоборот. Затянешь с волнами, успех прохождения будет на грани невозможности. Немного продвинувшись вперед, нас встречает Собакин Лаки, который за 900 очков ролит рандомную ружбаечку, коих в игре пока всего лишь 19 штук, но надеюсь, с апдейтами их количество возрастет. В каждой главе сидит один такой зверь. Так вот, если вам повезет в этом казике, выпавшее снаряжение будет наносить больше урона неприятелю. Блять, пистолет, спасибо большое, собачка, тебе. В этом случае двустволкой я остался недоволен, а поэтому бог рандома щедро угостил меня 50% скидкой на все услуги, в число которых входит оружейный барон Лаки. Второй и третий раз мне повезло больше, и до конца первого эпизода я пробегаю с дробовиком и пулеметом. Забавный факт, невыносимо всратый прицел на пулемете был пофикшен на следующий день после того, как мы купили игру. А поэтому дальше по видео он будет отличаться. Помимо зверя с его услугами есть господин Куколка Полицейский, у которого за фиксированную плату можно купить выборное вооружение, но ассортимент, как мы видим, ограничен. Поэтому я все же предпочитаю крутить казик в надежде на лучшее. Сами же баллы очков, как мне кажется, несложно догадаться, идут с убийств противников. К этим очкам подвязан весь геймплей, потому что с их помощью происходит улучшение оружия и персонажа, покупка патронов и, самое главное, открытие всех дверей, которые нужны по сюжету. Обо всем по порядку. Так как здоровье вражины постепенно увеличивается, соответственно, нужно найти способ решительно этому противостоять. Поэтому разработчики заботливо оставили на уровнях специальные капсулы для усиления огневой мощи ваших девайсов. За нескромную плату вы можете улучшать оружие до 5 раз. Раз. Цена на улучшение, соответственно, будет расти сумасшедшими темпами. Но и при этом наносимый урон будет вызывать уважение. Улучшение персонажа. А, вот она бабушка, я говорил, нету такого, усомнился в разработке. Это очень важная и крупная часть всей игры, а поэтому дайте мне сделать глубокий вдох перед тем, как я разберу, напишу к ней сценарий и озвучу всю эту херню. Чудеса! По ходу дела игроку даются очки чудес. И при нажатии на кнопку М открывается менюшка с выбором случайного чуда 5 подвидов. Улучшение на оружие, на коктейль Молотова, на хилящий эликсир, который по своей сути аптечка, улучшение на ближний бой и активный навык. Еще есть улучшения 2, 3, 4 уровня, но они по какой-то причине дропаются очень редко, поэтому ничего говорить не буду. У каждого этого чуда есть свой уровень, от обычного до легендарного. Если, к примеру, обычный молниеносный огонь добавляет 1% шанса оглушить врага, то легендарный дает целых 4. Ну, чтобы вы не стали перематывать видос от количества душнины, просто посмотрите на количество видов этих чудес. Каждый присутствующий тут чудик, явно нарисованный рукой профессионального художника, твердо и четко, это вид улучшения, которые разительно отличаются друг от друга. Настолько, что я даже не рискну вдаваться в детали. Сами разберете. Упс, а что это было? Помимо чудес есть еще перки. И эта механика реально очень классная. По карте разбросаны станции с улучшениями здоровья, скорости передвижения, скорости стрельбы и перезарядки. И такая странность, как нанесение ближним врагам урон при перезарядке. Ну пускай. И вот эти укольчики тоже продаются за очки. Но вот в чем интересность. Вы можете повышать процент получаемого буста. И делается это в меню игры за вот эти вот сферы, шарики.
Зарабатываются они по мере прохождения уровня. И чем успешнее вы это сделаете, тем щедрее будет награда. Или за уровень она дается. Хер знает. Еще есть 6-я станция. Отвечает она за продажу жетонов жизни. И если вы помрете, как в реальности, так и в игре, вы окажетесь в призрачном режиме, по которому нужно добежать до вот такого автомата оживления и, соответственно, вернуть себя в мир живых. В Советском Союзе такие на каждом углу стояли, а сейчас не найти уже. Все мною выше и позднее ниже сказанное работает прекрасно в синергии друг с другом. Вот что значит грамотный геймдизайн от людей, которые знают, что они делают. А для того, чтобы самому делать такие фановые игрухи, советую пройти курс от крупнейшей профильной школы дизайна Contented, где вас за 12 месяцев научат создавать увлекательный геймплей и работать с Unreal, Unity и GameMaker. Рок-звезды? Прошлый век. Инди-разработчики? Вот в кого полетят майки фанаток. Киберпанк, Assassin's Creed отлетают как очередняры. Топы Steam занимает Little Company, Palworld и, на секундочку, Scare Ritual. Программа курса состоит из более 40 практических заданий, чтобы вы научились сразу применять полученные знания и сформировали сильное портфолио. И в качестве итогового проекта вы создадите прототип собственной игры, который сможете добавить в свое портфолио. Курс подойдет вообще всем. Было бы желание учиться. А оно точно будет, так как курс имеет комфортный формат обучения, который занимает в среднем 4-8 часов в неделю. Гибкие сроки сдачи домашек и возможность заморозить обучение. Лекции студийного качества, закрытый чатик для общения с одногруппниками и менторами, которые являются практикующими геймдизайнерами, по совместительству хорошими людьми. Нужна помощь? Помогут. Нужна поддержка? Поддержат. Авторы курса – владельцы игровых студий и эксперты крупнейших игровых компаний. Куратор курса – Кирилл Заловкин, с более чем 20-летним опытом работы над созданием и развитием игровых проектов. Работал на Wargaming и MyGames. Ну и вишенка на торте – центры карьеры. Специалисты оттуда помогают студентам составлять резюме и портфолио, искать и правильно откликаться на вакансии. Средняя зарплата специалиста с опытом 2-3 года – 190 тысяч единиц золота, а новички получают от 80 тысяч рублей. От прототипа до легенды геймдева один решительный шаг. Полагаю, что ссылку вы найдете в описании. Покупка патронов. Осуществляется она через вот такие автоматы, по, казалось бы, небольшим ценам. Но с каждой покупкой патроночей цена на них растет. Если потратить тут 1700, здесь 2400, там 3900, а это на одно только оружие, то средств не хватит ни на что. Поэтому, если вы думаете играть, настоятельно рекомендую обходить их стороной, так как игра довольно часто дропает с мобов подгоны, которые дают возможность полностью восстановить боезапас на все оружие. Помимо этого есть еще подгон, дающий неограниченный запас патронов на какое-то время. И это прям один из самых приятных моментов игры. Зажать в толпу, не думая о перезарядках, видя перед собой кашу из партиклов и цифр. Вдобавок к этому есть еще и другие подгоны, как, например, двукратная скидка на товары и услуги. А поэтому есть величайший смысл нафармить как можно больше очков, спустя 1000 волн наконец выбить из мобика распродажу и заапгрейдить ружбаечку на максимум по респектабельной цене. И затем уже с сумасшедшим уроном вантапать монстриков да выкашивать босса. Из других подгонов есть 3х получаемый опыт, мгновенное убийство монстриков, что очень помогает, когда вас зажимают, и вроде бы пока что все. И, наконец, открытие дверей. Казалось бы, добавить больше нечего. Ну, открыл двери за средства. И что? А вот то, что эта механика крайне хороша в такой-то игрулечке. Все карты — это, по сути, большой замкнутый круг, который сводится к центру, где расположен финальный босс главы. И большинство проходов, если они не ведут к центру, это шорткаты между локациями. И поверьте мне, открывать переходы ой как важно. Потому что по квестам, которые дает сюжет, нужно бегать по 100 раз. Туда-сюда, туда-сюда, обратно. И если у вас возникла мысль: Никитос, звучит крайне душно, то, во-первых, охренеть, вы знаете, как меня зовут. Во-вторых, если не знали, то теперь будете знать. И, в-третьих, вы не правы. В пылу геймплея это даже не ощущается как бэктрекинг. Каждая новая скоротка только удивляет. Ого, оказывается, эта локация соединяется с этой. Теперь мне будет проще перемещаться сюда. А, вон оно что. И в целом мы со Жменей по достоинству оценили левел дизайн. Кроме весьма заполненных и атмосферных локаций, особенно для игры на Unity, геймзулечка-игрулечка отлично справляется с визуальным отличием территорий путем освещения. Это место фиолетовое, это желтое. Это красное, а это синее. Все понятно. Не представляю, насколько сильно хуже воспринималась бы игра, если все локации были выполнены примерно в одном цвете. Так что в этом плане огромный респект разработчикам. Молодцы. Теперь же в двух словах затрону сами квесты.
От них, как и от самого сюжета, не веет, а прямо разит глупостью и дуростью. Где-то найди 3 монетки, убивая монстриков, где-то побежали, что-то покрутили, где-то поискали капсулы и заполнили их, где-то... Смотри. Квестики такого типа. Либо собираешь что-то, либо решай несложные головоломки, которые по итогу сводятся к финальному собирательству. Плохо ли это? Я считаю просто отлично. Совершенно не напряжно, но при этом нужно приложить какие-то усилия. Помимо этого, настоятельно рекомендую вам посмотреть мой ролик по Far Sky, потому что визуальным стилем он имеет схожесть со Скером, ну и как бонус он собрал мало просмотров. Без всяких обсуждений вам будут мешать микрочелы, которые жаждут вашей крови. И самое главное, каждые 5 волн будет спавниться местный босс главы, который по большей-то части особой угрозы не несет, а просто мешается. Также периодически случаются непредвиденные ивенты на время, по типу сломай что-то в другом конце карты, иначе заспавнится мини-босс. Или все так же сломай что-то другое, или враги до конца волны будут свирепые. В конце-то концов, когда все цели выполнены и уничтожена очередная горсть какого-то светящегося стимпанк-мусора, прямо как в игре мечты своими руками, спавнится босс Роман с тонной хп и толпой подсоски. В каждой главе свой босс. И все они, что удивительно, довольно-таки сильно друг от друга отличаются. Бля. А удивительно по причине того, что игру разрабатывало 2,5 уэльских землекопа. Количество сотрудников 10. Совершенно невероятно, как несколько васенов могут сотворить такой не самый качественный, может быть, но крайне фановый проект на коленке. А сейчас я очень сильно хочу затронуть сюжет. Вернее, не сам сюжет, а то, как он преподносится. Кино нахуй. Как я старый слаб, уйду-ка я. Блять, что сейчас было? Опять эта вышка. Стоит. О, лаки. Это отец! Сука, мы 2 папы. Глядя на эти катсцены, возникает чувство, что по их завершению начнется игра жанра point and click, года так 2003-го. Такой гуфи и сятины мною давно не было видно. Но опять же, вспоминаем про 2,5 землекопа. Вернемся к сюжету. Повествует он о том... А сейчас, знаете, забейте, я передумал. Ну и напоследок, разработчики любезно угостили меня 3 ключами на игру, которые запрятаны по всему ролику. Удачки! The Black Bruce Lee.